Дорогие друзья, возникает ли у вас ощущение, что вы не удовлетворены вашей жизнью, что ваша реальность, она вам не нравится? Вы стараетесь, прикладываете всевозможные усилия, делаете все больше, но как будто бы весь мир настроен против вас. Возникают новые барьеры, какие-то препятствия. И что же делать в этом случае? А что если я вам скажу, что та реальность, которая вам не нравится, та жизнь, это не статичная данность. Наша реальность, она конструируется нашим же мозгом, причем в ежесекундном такте. И только мы с вами способны повлиять на этот сверхмощный инструмент, который находится здесь, и заставить его конструировать тот пазл вашей жизни, о котором вы мечтали, создать ту жизнь, которая вам будет нравиться. Если вам эта тема интересна, то обязательно досмотрите это видео до конца. Мы сегодня разберем, как же устроен наш мозг и каким образом мы можем влиять на то, каким образом он сотворяет картинку нашей реальности. В этом контексте хочется применить метафору, что мир – это зеркало, и отражает это зеркало наши верования, установки, шаблоны, и сверяет их мозг с тем опытом, который у нас уже имеется. Я хочу привести здесь одну притчу, которая потрясающе наглядным образом показывает всю систему мироздания нашей собственной реальности. Было когда-то три брата, и получили они в подарок зеркало. Но это было не простое зеркало. Это зеркало не отражало лица, оно отражало миры, которые видели эти люди. И когда в это зеркало взглянул первый брат, он увидел агрессию, войны, несправедливость. Буквально в этом зеркале он видел, что мир – это ад, все люди – это враги. Он стал циничным, агрессивным и, собственно, всю свою жизнь он воевал, нападал и защищался. И чем больше он это делал, тем больше мир отвечал ему, поверя же его. Второй же брат, взглянув в зеркало, он увидел просто хаос и бессмыслицу. Все в этом мире случайно, ничего не имеет смысла. Он просто плыл по течению, он стал бездумным потребителем, ничего особенно не хотел, но в принципе и жизни как таковой у него не было. Ну а третий же брат, который взглянул в зеркало, он увидел противоположную картинку. Он увидел, что мир — это какой-то невероятный райский сад, где все люди добрые, где все вокруг пронизано целью, смыслом, благими намерениями. И чем больше он шел по пути любви, добра, мира, смысла, осознанности, тем больше мир откликался и тем больше рефлектировал ему ту картинку, которую он видел. То есть точно так же и мы в своей жизни. Мы смотрим в мир через призму наших установок. И если мы себе часто говорим, что все люди эгоисты, то мы видим подкрепление в этом больше и больше. Или если мы чувствуем одиночество, тем больше людей от нас отворачивается, и мы не видим руки помощи, дружбы и поддержки. А если вы чувствуете, что вы, например, где-то недостойны, и вы поэтому того или этого не добьетесь, не видите ли вы подкрепление этой в каждодневной вашей действительности? И этому всему есть объяснение. Мозг, он не видит реальности. Мозг каждую секунду конструирует реальность, исходя из тех убеждений и установок, а также нашего опыта, который уже имеется. То есть наш мозг — это грандиозный симулятор, который, в принципе, каждую секунду создает вот этот вот пазл нашей реальности. 99% информации, она до нас не доходит. Эту информацию наш мозг отфильтровывает как нерелевантную. То есть, действительно, наш мозг, он создает этот пазл, эту картинку реальности в микросекундном такте. Но через наши фильтры, а фильтры — это наша система убеждений, наших системы верований, все вот эти вот наши установки, это, собственно, те фильтры. И через эти фильтры наш мозг начинает пропускать вот этот вот малюсенький процент
информации, которая до нас все же доходит. Но вся эта информация — это буквально обрывки, это фрагменты. И наш мозг из этих фрагментов начинает создавать картину реальности, которая коррелирует с теми установками, которые у нас есть. То есть мозг создает нашу реальность в соответствии с гипотезой о реальности, которую он считает наиболее вероятной. Поэтому каждый день вы видите подтверждение ваших верований. То есть, если вы чувствуете, что вы, например, сейчас находитесь в каком-то упадке, что, может быть, у вас осугублено чувство одиночества, или, может быть, у вас не получается наконец-то найти достойную работу или выйти, например, на какой-то серьезный уровень финансов, и вы чувствуете в себе вот эти вот негативные убеждения, что «а я не знаю, получится ли у меня», «может быть, со мной что-то не так», «а в принципе, может быть, я вообще неудачник». И то есть вот это вот запускается такая вот спираль негатива, и мозг, собственно, говорит: окей, если это твоя вера, я тебя буду находить события, факты, ситуации, которые будут подкреплять эту веру. Поэтому в этом смысле нужно быть очень внимательным о том, что же за убеждения скрыты у нас глубоко внутри. И здесь зачастую многие люди живут очень неосознанно, потому что вот эти установки, они заложились когда-то в глубочайшем детстве. И мы просто живем, не думая, что они у нас есть. Но, собственно, сквозь призму этих установок и выстраивается вся наша реальность. То есть как бы мы пребываем в каких-то рамках, из которых мы не можем выйти. Это может быть рамки финансового состояния, или это может быть наше представление о личной жизни, какая она должна быть. И если мы чувствуем, что мы где-то в каком-то замкнутом круге, то нужно идти и прорабатывать вот эти внутренние установки, потому что именно сквозь них и происходит создание наших сегодняшних событий, наших данностей, которые создают наше сегодня и наше завтра и наше будущее. Эпиктет говорил, что не вещи тревожат нас, а наше мнение. Это как в притче о этих трех братьях. У каждого свое зеркало. Поэтому один и тот же предмет, например, там, не знаю, группа людей, каждого человека может порождать абсолютно разные эмоции. Кто-то будет видеть группу людей и думать: вау, как замечательно, я сейчас к ним присоединюсь, узнаю что-то новое, или мы здорово проведем время. Кто-то будет думать, что нет, мне лучше к ним даже не подходить, наверняка это какая-то там организованная группировка. А кто-то будет думать, что меня все равно там не примут и все равно ничего не пойдет. То есть сколько людей, столько и мнений, но факт как таковой, он не меняется. То есть, будь то группа людей, будь то какие-то обстоятельства в вашей жизни. Только мы наделяем его той силой и теми смыслами, то есть, и, соответственно, сквозь них мы и преломляем наши отношения. И, собственно, наше отношение и является той волшебной палочкой, которая может все изменить в нашей жизни. Я бы хотела привести эксперимент Розенталя, который, мне кажется, очень здорово и мощно показывает ту невероятную силу, которая скрыта в наших руках, которая может оказывать воздействие не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших близких и, в принципе, окружающих людей. Этот эксперимент был проведен в школе, когда совершенно случайным образом было выбрано 20% от школьников, и учителям было сказано, что эти 20% это гениальные дети. То есть они обладают очень высоким IQ, это одаренные дети, и к ним нужно особое внимание и особый подход. Учителя, разумеется, не знали, что это просто эксперимент, но, разумеется, отношение поменялось. К этим детям действительно начали относиться как к сверходаренным детям. И по окончанию года проводились результаты, снова у всех детей проводили тест на оценку интеллекта, и эти дети показали весьма значительный рост. То есть их интеллектуальные показатели существенно увеличились. То есть получается, смотрите, как просто. То есть тем самым, что мы начинаем относиться к нашим друзьям, близким, знакомым, партнерам, как будто бы это уже лучшая версия этого человека, мы можем провоцировать просто невероятные изменения, что действительно человек может достигать невероятных результатов, человек вдруг внезапно может становиться успешным,
человек начинает верить в себя, в свои достижения. Мне кажется, что этот эксперимент, он действительно показывает ту невероятную силу, которая есть у нас. И эта сила, она не только в способности творить свою реальность, но также творить реальность других людей. В подтверждение вышесказанному тоже интересный эксперимент, он называется Стэнфордский тюремный эксперимент. И смысл также, что была выбрана группа студентов, создалась имитация тюрьмы, и половину студентов они играли роль, можно сказать, надзирателя, а вторая половина это были якобы заключенные. И эксперимент должен был длиться около 2 недель, но они вынуждены были прервать этот эксперимент, потому что все участники слишком вжились в роль. Это невероятно интересно. Мы носим маски, но мы зачастую не заглядывали вглубь себя, чтобы осознать, что за роль, что за маску я когда-то себе выбрал. Я себе выбрал роль жертвы, потому что я когда был маленьким ребенком, меня обижали. Да, в принципе, я был ребенок, это было невозможно где-то постоять за себя. И на выходе мы выросли в позицию жертвы, когда мы всего боимся, когда мы не способны принимать ответственность и так далее. Это просто один из примеров. То есть у каждого из нас свои роли. У кого-то, наоборот, позиция лидера, я иду легко по жизни, у меня все получается, я легко всего достигаю. Опять-таки, это когда-то была выбрана. И, как я уже говорил, эта позиция, она была выбрана неосознанно. Это просто вот этот вот фундамент, который закладывался в нашем детстве через взаимоотношения с авторитетными для нас людьми. Это даже может быть какие-то абсолютно случайные факторы, как какие-то кинофильмы, какие-то люди или персонажи, которые для нас как бы являлись авторитетными на каком-то моменте. И если мы заглянем вовнутрь себя и ответим, а какую роль мы играем, то есть мы действительно проживаем определенную роль. Наш мозг, соответственно, и конструирует всю нашу реальность для того, чтобы эта гипотеза была каждый день подтверждена снова и снова. То есть, если мы, допустим, впадаем в позицию отчаяния, нам кажется, что вот выхода нету, и это конец, то есть мы будем действительно видеть, что вот все таким образом и складывается, что все становится хуже и хуже. А вдруг, если мы начинаем видеть ситуацию, что это только начало, возможности идут, ситуации идут, все складывается в какой-то волшебный пазл для моего блага и благополучия, все начинает развиваться по другому сценарию. Но самое главное, что это сила внутри нас. И нам нужно просто начать отдавать себе отчет и контролировать этот невероятный ресурс. То есть мы являемся создателями нашей реальности. Мир — это не данность. Мир — это сырой материал, из которого наш мозг воссоздает то, во что он верит. Наш мозг можно представить как монтажную комнату, где можно построить все, что угодно. Можно построить любую картинку нашей реальности. То есть один и тот же фрагмент реальности, который происходит с нами, мы можем нарезать как комедию, как трагедию или как новое начинание. То есть только в наших силах сказать себе, какую реальность мы творим и что будет из того опыта, который с нами происходит сейчас. Видим ли мы это как трагедию и раскручиваем эту спираль дальше и дальше в жизни, это страдание и безысходность, или когда мы видим, что жизнь — это новое начинание, и раскручиваем новую спираль и новые убеждения о том, что все складывается в мою пользу. Если вы обратитесь сейчас к себе и к вашему предыдущему опыту, что за смысловую нагрузку несет это событие в вашей жизни? И вы можете раскрутить, собственно, вот эту вот цепочку до ваших изначальных исконных убеждений. И каким же образом мы могли бы действительно начать брать контроль, действительно начать идти по траектории и строить тот пазл жизни, который мы действительно хотим. И здесь, в принципе, стратегия достаточно простая, но так как вы понимаете, что мы жили до того возраста, в котором вы сейчас, в призме тех предыдущих убеждений, и вы понимаете, что эти конструкции, они стали буквально
такими очень железобетонными конструкциями, мощными, стабильными, непоколебимыми. Поэтому, если вы хотите сейчас быстро сказать «я больше не жертва», а, например, пойти в образ хозяина своей жизни, то, наверное, вот так вот на раз-два это не совсем получится сделать, потому что зачастую это действительно работа и дисциплина, и самое главное, контроль наших мыслей. Но если мы, в принципе, попробуем разобрать вот этот вот сценарий, что же можно сделать, каким образом уже сегодня начать перепрограммировать эту нашу действительность, то есть в первую очередь создавайте новые убеждения. То есть происходит у вас какое-то событие, и даже если у вас первая реакция возникает как негативная, потому что вы идете вот именно с позиции инерции, вы думаете, как думали всегда, начинайте смотреть на эту ситуацию другими глазами, что даже если это какой-то негативный ивент, видите в нем новое начало, видите в нем возможности, попытайтесь в нем увидеть что-то хорошее. А следующее — это опять-таки повторение, потому что каждое микрособытие, которое в последующем мы сталкиваемся, это может быть банально улыбка прохожего, которая вас окрыляет и наполняет счастьем, когда вы осознаете, что, ну, наверное, какой-то сдвиг уже пошел. Так начните излучать это точно так же вовне. Начните играть ту роль того нового себя в той новой жизни, в которой вы хотите уже быть. То есть начните это действительно проигрывать не только на уровне как я мыслю, но на уровне реальных действий и на уровне реальных поступков, на уровне взаимоотношений и коммуникации, опять-таки, с нашими близкими, знакомыми, да и просто со случайно прохожими людьми на улице. То есть подключите все сферы. И, соответственно, вот эти новые установки, их нужно укреплять, их нужно культивировать. И попытайтесь каждый раз находить подкрепление этим новым установкам. Это путь достаточно долгий, но если человек действительно хочет выйти и изменить свой сценарий, то, в принципе, это делается очень просто. Помните, что мы — это зеркало, и отражаем мы только то, во что мы верим. Наш мозг — это уникальная система, которая выстраивает фрагменты информации, которые в нее попадают, в пазл, в картинку, которая и будет соответствовать нашим ожиданиям и нашим верованиям. Друзья, осознавайте, что вы являетесь Творцом, что вся сила и все инструменты именно в вас. Никто другой за вас этого сделать не сможет. Но есть глубокая внутренняя трансформационная работа, и она начинается с осознания, с первых шагов, которые, я думаю, что мы уже сегодня сделали здесь и сейчас. Ребят, я буду очень благодарна вашим отзывам, комментариям, фидбэкам. Мне очень важно мнение каждого из вас. Если кто-то понимает, что действительно есть над чем поработать, если вы хотите выйти на новый уровень жизни, если вы хотите действительно поменять свои установки и стать творцом той желанной действительности, то я вас приглашаю в индивидуальную работу. Пишите в личку. Всего вам доброго, берегите себя и не забывайте о той невероятной силе, которая есть у каждого из нас — стать творцом своей реальности.